Представьте себе самый жаркий день в вашей жизни, а теперь добавьте к нему стопроцентную влажность и пыль. Пыль, которая забивает легкие, словно вы вдыхаете толченый кирпич. Сентябрь 1904 года. Сент-Луис, штат Миссури. Здесь проходят третьи летние Олимпийские игры. И прямо сейчас начнется то, что историки позже назовут самым странным соревнованием в истории человечества. Это не преувеличение, это не легенда. Это реальная история о том, как 32 человека вышли на старт марафона, а до финиша добрались, доползли или доехали меньше половины. И каждый из них – это отдельный диагноз. Все началось с человека по имени Джеймс Салливан. Он был одним из организаторов игр и человеком, чей интеллект можно было ставить под сомнение с первой минуты. Салливан хотел провести научный эксперимент. Он верил в теорию терапевтического обезвоживания. Его идея фикс была проста. Пить воду во время бега – это признак слабости. Он хотел посмотреть, как человеческий организм справится с экстремальной нагрузкой практически без капли влаги. Представьте, 32 градуса по Цельсию в тени, около 40 на солнце и всего два источника воды на всей дистанции длиной примерно 42 километра. Первый находился на 6-й миле, второй – на 12-й. Все. Остальная часть трассы пролегала по пыльным дорогам, где постоянно ездили машины сопровождения, поднимая в воздух густые облака грязи. Это была не гонка, это была попытка массового убийства, оформленная как спортивное соревнование. Давайте посмотрим на состав участников. Если вы думаете, что это были исключительно профессиональные атлеты, вы ошибаетесь. На старте стояли люди, которых словно выдернули из случайных очередей на улице. Первый герой – Феликс Карвахаль, кубинский почтальон. Чтобы попасть в Сент-Луис, он собирал деньги по всей Гаване. Но как только он оказался в Новом Орлеане, то сразу проиграл все сбережения в карты. До Сент-Луиса он добирался пешком и на попутках. На старт Карвахаль вышел в обычных туфлях, длинных брюках и рубашке. Другой участник прямо перед началом забега отрезал штанины его брюк, чтобы Феликс хотя бы мог нормально двигаться. Рядом с ним стояли два представителя народа Цвана – Лен Тау и Ян Машиани. Они оказались на Олимпиаде почти случайно. Приехали для участия в выставке, посвященной Англо-Бурской войне. Бежали они босиком. Полноценных подготовленных атлетов было всего несколько. Одним из них был Томас Хикс, человек, которому предстояло познать все прелести спортивной медицины начала XX века. Итак, 5 часов пополудни. Жара такая, что птицы падают с деревьев. Дан старт. Через несколько миль начался ад. Пыль от автомобилей оседала в горле и легких бегунов, образуя плотную корку. Уильям Гарсия из Калифорнии стал первой жертвой науки Салливана. Он упал посреди дороги. Когда его доставили в больницу, выяснилось, что пыль в сочетании с отсутствием воды серьезно повредила слизистую желудка. Он едва не стал первым человеком, погибшим во время Олимпийского марафона прямо на трассе. Но это было только начало. Феликс Карвахаль, кубинский почтальон, бежал весело. Он останавливался, чтобы поболтать со зрителями на своем ломаном английском. В какой-то момент Феликс почувствовал ужасный голод. Увидев фруктовый сад, он забежал туда и наелся яблок. Однако яблоки оказались гнилыми, и вскоре у него начались сильные спазмы в желудке. Что сделал этот великий человек? Он просто прилег под деревом и уснул. Прямо посреди Олимпийского марафона. Полчаса здорового сна, и он снова в игре. Тем временем на трассе продолжалось безумие. Южноафриканских бегунов, Лена Тау и Яна Машиани, несколько миль преследовали разъяренные бродячие собаки. Атлеты были вынуждены убегать в противоположную от финиша сторону и пробираться через кусты, лишь бы спасти свою жизнь. Несмотря на это, они все равно вернулись на трассу и продолжили гонку. Но самое страшное происходило с Томасом Хиксом. На 10-й миле он устал. Ближе к 20-й миле начал буквально умирать от истощения и обезвоживания. Его тренеры, вместо того, чтобы дать ему воды, решили его взбодрить. Они достали шприц и ввели Хиксу небольшую дозу стрихнина. Да, вы не ослышались. Стрихнин – это сильнейший яд, который также применяли против крыс.
В малых дозах в то время его использовали как стимулятор. Чтобы Хикс окончательно не упал, тренеры дали ему запить яд теплым бренди. Через некоторое время лицо Хикса стало пепельно-серым. Его глаза закатились. Но тренеры не остановились на достигнутом. Они дали ему вторую дозу стрихнина и еще бренди. Хикс превратился в настоящего зомби. Он двигался механически. Его ноги едва отрывались от земли, а разум, казалось, давно покинул тело. Ему мерещилось, что до финиша остаются 1000 миль, хотя на самом деле оставалось совсем немного. А что же остальные? Фред Лордс, еще один участник марафона, решил, что происходящее слишком большая глупость. Примерно на 9-й миле у него свело ноги. Он просто сел в машину сопровождения, помахал всем рукой и поехал к стадиону. Машина проехала несколько миль и сломалась. Лордс, успевший отдохнуть и набраться сил, вышел из автомобиля и решил, почему бы и нет. Он снова побежал и первым пересек финишную черту. Толпа ликовала. Дочь президента США Элис Рузвельт уже готовилась возложить на него лавровый венок. Лордс с улыбкой позировал для фотографий. И тут кто-то из зрителей закричал: «Подождите! Он же ехал на машине!» Скандал разразился мгновенно. Лордс рассмеялся и заявил, что все это было всего лишь шуткой. Якобы он просто хотел развлечь публику. Его дисквалифицировали, хотя позднее запрет на участие в соревнованиях был отменен. И вот на горизонте появляется настоящий победитель – Томас Хикс. Точнее, то, что от него осталось. На последних участках дистанции его поддерживали 2 помощников, а сам Хикс почти не осознавал происходящего. Его ноги продолжали двигаться, хотя самостоятельно идти он уже практически не мог. В итоге Хикс пересек финишную линию и был объявлен победителем. За время забега он потерял несколько килограммов веса. Его сразу осмотрели врачи. По замыслу Салливана, Хикс должен был стать триумфатором науки. В действительности же он находился в одном шаге от смерти. Через несколько минут после Хикса финишировал Альберт Кори, французский спортсмен, который в некоторых олимпийских записях числился представителем США. А 4-м пришел Феликс Карвахаль. Тот самый кубинский почтальон, который проиграл все деньги, бежал в обрезанных брюках, разговаривал со зрителями и спал в саду после гнилых яблок. Историки и любители спорта до сих пор шутят. Если бы Феликс не решил вздремнуть, он вполне мог стать олимпийским чемпионом. Лентау финишировал 9-м. Те самые собаки, которые гнались за ним, отняли слишком много времени. Но он выжил и все-таки закончил дистанцию. И это главное. Итог этого безумия был ошеломляющим. Из 32 стартовавших до финиша добрались 14. Это один из худших показателей в истории олимпийского марафона. Но знаете, что самое удивительное? Никто не умер. Томас Хикс пришел в себя через несколько часов. После гонки он заявил, что больше никогда не согласится пережить нечто подобное. Уильям Гарсия, чьи дыхательные пути и желудок пострадали от пыли, выздоровел. Феликс Карвахаль стал знаменитым на Кубе и продолжил участвовать в забегах. Но гнилые яблоки во время марафонов он, вероятно, больше не ел. Джеймс Салливан, человек, который едва не погубил десятки спортсменов ради своих сомнительных теорий, заявил, что эксперимент прошел успешно. Он был убежден, что ограничение воды помогло изучить влияние обезвоживания на организм спортсменов. Победное время Хикса составило около 3 часов 28 минут. По современным профессиональным меркам это очень медленно, хотя для обычного любителя такой результат все равно остается серьезным достижением. Марафон 1904 года остался в истории как точка, где спорт встретился с абсолютным абсурдом. Это был момент, когда человеческая выносливость столкнулась с невероятной глупостью организаторов и все-таки выстояла. Мы учимся на ошибках, и, к счастью, современные марафоны гораздо безопаснее. Но иногда стоит вспомнить Феликса Карвахаля, спящего в яблоневом саду, чтобы понять, даже в самом жутком кошмаре есть место для сиесты. Сент-Луис больше никогда не принимал летние Олимпийские игры, и, наверное, это к лучшему. История о том, как 32 человека отправились в ад и вернулись обратно, кто на машине,
кто при поддержке тренеров, а кто после крысиного яда, навсегда останется напоминанием. Победа важна, но выжить гораздо важнее. Конец гонки. Все живы. И в этом, пожалуй, главное чудо того сумасшедшего дня.